Сегодня мы поговорим о взаимосвязи употребления яиц с плохим холестерином и тромбозом с комментарием врача-кардиолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство, наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Сколько можно есть яиц в день, чтобы холестерин был в норме? Однако вот уже несколько десятков лет вокруг яиц идут ожесточенные споры. Причина атеросклероза, тромбоза и ранней смерти – высокий холестерин. В яйцах содержится большое количество холестерина, что делает их опасными для здоровья. Так ли это? Я сам, работая кардиологом, много лет убеждал своих пациентов, что 1 или 2 яйца в неделю – это максимум. Иначе атеросклероз не остановить. Однако все течет и все меняется. Меняюсь я и мои взгляды на причины болезни, да и научные исследования не стоят на месте. Новые научные данные полностью укладываются в мое новое видение причин атеросклероза. Причина атеросклероза, гипертонии и диабета – это хронический стресс, а не продукты питания. В феврале 2024 года опубликован обзор о влиянии питания яйцами на здоровье людей для стран Северной Европы. Данные обзора говорят о том, что употребление 1 яйца в день или 7 яиц в неделю не превышает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление 7 яиц в неделю может быть рекомендовано как часть здорового рациона. Еще одно исследование, в котором 140 человек разделили на 2 группы. Одна группа ела 12 яиц в неделю, а другая всего 2 яйца в неделю. Через 4 месяца наблюдения в обеих группах уровень ХЛНП плохого холестерина достоверно не отличался. Исследователи делают вывод, что не сами яйца влияют на уровень плохого холестерина, а то, с чем мы их едим. Например, сосиски и бекон. Я согласен, что в переработанных продуктах, например, сосисках и беконе нет ничего хорошего, однако причина повышения ХЛНП не в питании, не в том, с чем мы едим яйца, а в хроническом стрессе. Неважно, как вы питаетесь, если вы постоянно стрессуете. В моей практике было много пациентов с атеросклерозом, которые исключительно правильно питались, много двигались, встречались даже веганы с высоким холестерином и инфарктом. Под воздействием стресса и гормона смерти кортизола печень синтезирует плохой холестерин даже у веганов, людей, которые питаются исключительно растительной пищей. Там нет холестерина в принципе. Это так называемый эндогенный холестерин, который совершенно не зависит от того, что вы едите, но очень сильно зависит от того, какие эмоции у вас преобладают. Какие эмоции и переживания вызывают стресс и повышение кортизола? Кортизол вызывает повышение холестерина, сахара, давление, воспаление. Все вместе это создает смертельную опасность под названием тромбоз. Страх смерти, страх перед будущим, страх неудачи, страх неизвестности, страх одиночества, тревога, ежедневное сравнение себя с другими людьми, сильная зависимость от мнения других людей, чувство вины и стыда, обиды, подавленная злость, ярость, ненависть, антагонизм, неприятие. Все намного сложнее, чем просто яйца. Не правда ли? Правильное питание – это хорошо и полезно. Уделять внимание правильному питанию – это один из важных пунктов любви к себе. Однако, опираясь на свой профессиональный опыт и научные данные, рекомендую на первое место надо поставить шаги по снижению и полному устранению стресса из вашей жизни. Поверьте, как только вы это сделаете, вопросы питания будут решены спокойно и естественно. Плавно уйдут лишний вес, гиподинамия и вредные привычки. Вы меня спросите, с чего начать? Быть внутренне согласным с тем, что стресс – это и есть причина болезней, а не плохая еда и экология. Видеть и осознавать, что вы находитесь в стрессе. Обратиться к специалистам, которые помогут быстро и профессионально убрать стресс из вашей жизни. Вы удивитесь, но причина вашего стресса находится в вашей голове, там же есть и решение. Новые технологии работы с подсознанием позволяют убрать ваш стресс без лекарств, быстро и навсегда. Друзья, такова жизнь, и по-другому эту информацию до вас не донести. Еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Будьте внимательны к своему здоровью
И не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!